Всем доброй ночи. Вы знаете, друзья мои, я вам уже объясняла, что заговоры, которые составляются на основе более древних, они в себе вбирают особые элементы, ключи. То есть те слова, которые уже настолько тысячелетий звучали, и те сущности, к которым обращались много тысячелетий, что стоит произносить их имена, стоит напомнить о них, и они сразу же приходят на помощь, поскольку узнают этот клич. Образ черного кота, а именно посредника между людьми и духами, вообще черных котов не просто так считают, да, посланниками тьмы. И у многих божеств в изображении или, скажем, в статуях, там, в изображении статуй есть коты. Например, Фрея, например, сама же Баста является именно в образе черного кота, такого изящного, да. Не просто так, потому что определенные сущности, которые принимали облик животных, являлись колдунам и как бы доносили до темных сфер их просьбы. Отсюда, например, заговор от грыжи, там, где говорится о черном коте, выгрызающий грыжу. Отсюда и составление моего заговора найти работу. Отсюда и есть такой известный заговор, чтобы не отказали в просьбе, да, на черном коте, там, красной, рыжей собаке, красном петухе и так далее. Черный кот и вообще или любое животное, любое существо, которое приводится в заговорах. Посмотрите мой ролик, например, «Тайна заговора». Любое из этих существ – это сущность, которая из древних времен призывалась в облике вот определенного животного, как оборотень, можно сказать. Посредник. Дух волка вызывают, например, шаманы. Силу темных там гор вызывают колдуны Кавказа, которых называют Аза. Черного кота или силу черного кота призывают равнинные ведуны и так далее. Это очень обширная тема, и я очень много снимала по этому поводу и лекций, и роликов, чтобы люди как можно больше понимали, о чем речь и почему именно так составляются заговоры, а не иначе. Так вот, для того, чтобы помочь простому человеку, ведьме нужно составлять такой заговор, такой ритуал, где хранятся слова-ключи, потому что у обычного человека нет таких знаний, да, у него нет понятия о том, как сначала обращаться, открывать эти порталы, потом закрывать, потом и так далее. То есть для обычного человека должны быть созданы такие ритуалы, заговоры, которые сразу же сработают, и сработают именно как бы во благо ему. Сейчас очень модно стало после моего канала выкладывать всякие там ритуалы, имитировать мои работы, как бы подражать. А на самом деле, когда смотришь, видишь, что там просто чушь и ни о чем, бессмыслица просто. Просто бессмысленное как бы подражание, да, но объяснение всему этому, откуда, почему, как, почему именно вот так, а не иначе нету. Потому что люди просто хотят там красивые названия, ставят какие-то зловещие, какие-то там сильнейшие, всегда пишут самые сильные и так далее. А суть, о чем речь, откуда, что, нет. Потому что нет знаний, нет силы. Есть просто тупое подражание, желание выглядеть на этом фоне. Ну, тоже что-нибудь я могу выставлять. Вот таких людей, конечно, вы никогда не найдете ответ на вопрос, почему так, а не иначе и так далее. Потому что они сами не знают, почему и зачем. Они просто
просто пытаются заработать деньги каким-то образом. Я хочу вам подарить этот заговор тропой черного кота. Призыв духа кота вам поможет выйти из трудной ситуации. Я таких заговоров много дарила вам, и ритуалов в том числе, но я еще раз повторяю, чем больше у вас будет в запасе этих работ, тем защищеннее вы будете. Потом, понимаете, как заговоры имеют такую особенность исчерпываться, уставать. Некоторое время силы, которые много помогают, им нужно некоторое время набираться новой энергии, чтобы с новой силой вам помочь. Тогда вы можете воспользоваться другим заговором. Кроме того, зависит от энергетики человека. Кому-то подходит вот такой ритуал, кому-то другой. Но ритуалов и заговоров много не бывает. Чем больше у вас есть на вооружении, тем безопаснее для вас, тем более защищенно вы себя чувствуете. Если у вас начинается на работе какая-то неразбериха, если у вас начинается в семье непонятная ситуация, если у вас с соседями, ну, в общем, выйти из трудной ситуации, выйти победителем. Вы знаете, что кошки, коты – это независимые животные, они ходят сами по себе, они очень ловкие, они очень хитроумные, изворотливые – и они выходят всегда сухими из воды. Они обходят капканы. И вот дух черного кота, который будет вас сопровождать и будет вам помогать выходить из трудных ситуаций жизненных, как бы сопровождать, да, вас, вести вас за собой и показывать дорогу, как лучше обойти и выйти. И вы не заметите, незаметно для себя выйдете из трудной ситуации. У кого там на работе разборки какие-то, пытаются выдавить, вытравить оттуда и так далее. В общем, я думаю, что вы поняли, о чем речь. Вам нужна будет темная свеча, для практикующего человека черная, для обычного человека синяя, коричневая, темная свеча. Читать желательно после 12 ночи и до 4 ночи или уже ближе к утру. Да? Вот с 12 до 4 это самое время темной силы, и некоторые ритуалы, которые относятся к темной силе, но можно использовать и обычным людям, поскольку они безопасны для человека, можно использовать как бы и человеку, но в определенное время желательно. Откупаться вам нужно будет куском черного хлеба, 3 пятаками. Оставьте возле дерева. Оставьте, просто положите и, ничего не говоря, отвернитесь, уходите. В этом случае вам ничего говорить не нужно. Итак, начнем. Читать нужно 6 раз, поскольку 6 – это цифра темных сил. Я тень, ночная тень, пришедшая из тьмы веков. Я черного кота, бесстрашный дух. Я вечность, бесконечность. Я шепот во тьме ночной. Я оборотень темный. Я вечности посланник. Я я гость ночной незваный. Пройду в ночи тропой кота. Я вижу мир, живой и мертвый. И навь, и явь, и свет, и тьма. Тропой кота я все пройду. Из всех капканов и сетей дорогу к выходу найду. Капканы силой обойду. Нет у кота препятствий, нет для кота преград и стен. 9 жизней у кота. Кота сгубить или приручить, или запугать. Такому вечно не бывать. Кот ходит сам по себе. Нет у кота хозяев. Нет у кота укротителей. Кот будет вечно победителем. Скажу я голосом кота и духом черного кота.
О боги темного хаоса, берегите черного кота, спасите от капканов, от врагов и ночных кошмаров. Нет кот под защитой богов, кот будет жить свободным, без капкана и без оков. Да будет так. Сбывчиво, потому что устала, и потом, когда переписываю свои заговоры, иногда свой почерк сама не могу разобрать в ночной тьме. Но внизу будет текст, так что ничего страшного. Вот как раз для тех людей, которым нужна помощь выйти из тяжелой ситуации безопасно для себя. Всем удачи!